Здравствуйте! Мой очередной ролик о самолетах на банкнотах стран мира посвящен вот этой памятной банкноте Китая. Банкнота в 100 юаней, посвященная аэрокосмической отрасли страны, была выпущена в 2015 году тиражом 300 миллионов экземпляров. И здесь у нас очень много изображений, посвященных небу, самолетам и особенно космосу. Так что есть на что посмотреть, но на самом деле я хотел бы сказать, что у меня сложилось собственное, немного неоднозначное мнение об этой банкноте, которое я позволю себе сформулировать в конце ролика. А пока давайте посмотрим все по порядку. Наверное, в данном случае нельзя хотя бы несколько слов не сказать, собственно, о космосе, потому что у нас все-таки в руках аэрокосмическая банкнота, а потом уже подробно остановимся на самолетах. Итак, на лицевой стороне здесь изображение сразу нескольких космических аппаратов. Прежде всего, вот это вот здесь, вот это стилизованное изображение, выполняющее роль также защитного элемента, и оно же у нас есть на водяном знаке, не знаю, насколько хорошо видно, вот здесь вот. Это первый китайский спутник Danfeng Hong-1, который был запущен 24 апреля 1970 года с помощью собственной китайской ракеты-носителя, что сделал Китай пятой в мире космической державой. А дата его запуска 24 апреля теперь отмечается в стране как День космонавтики Китая. Далее вот это вот основное изображение. Это момент стыковки пилотируемого космического корабля Шэньчжоу-9 с космической станцией Тяньгун-1. Это первая стыковка пилотируемого китайского космического корабля, собственно, в космосе. Причем впервые в составе экипажа была первая женщина-тайконавт. Это событие произошло в 2012 году. И, наконец, вот это вот изображение, которое на самом деле совпадает с изображением на оборотной стороне, полностью совпадает на просвет. Это первая китайская межпланетная автоматическая станция Чаньэ-1, запущенная в 2007 году для изучения Луны. Оборотная сторона банкноты вертикальная, и на ней, как я уже сказал, то же самое изображение, что и на лицевой стороне, изображение автоматической станции Чаньэ-1 и последовательные изображения снизу вверх. Если смотреть, птица, биплан, современный реактивный пассажирский самолет и орбитальная космическая станция. Перспективная на момент выпуска банкноты, то есть на момент выпуска банкноты такой станции у Китая еще не было. Теперь давайте рассмотрим более подробное изображение самолетов. Здесь их два. И первое из них это изображение биплана, одного из пионеров авиации, как его называют, отца китайской авиации, Фэнчжу. Он родился в Китае, но еще в детстве переехал в Америку, где, воодушевленный успехами братьев Райт, начал проектировать летательные аппараты собственной конструкции. И 22 сентября 1909 года впервые совершил полет на построенном им самим самолете. Вот таком. Это был его первый биплан. Таким образом, он стал первым китайцем и, собственно, иностранцем вообще, который пролетел на самолете над территорией Америки. Об этом полете сообщили сразу в нескольких газетах. Вот некоторые из таких заметок. После этого он занялся разработкой нового самолета, в результате чего уже в следующем году, летом 1910 года, построил свой второй самолет. Тот самый, который мы, собственно, видим на банкноте. Вот этот биплан Фэнчжу-2. Вот его чертеж, оригинальные фотографии, а также фотографии макета. В Америке Фэнчжу показал этот свой второй биплан на авиашоу в Окленде, где тот получил высокие оценки, а сам Фэнчжу получил от Американского международного авиационного общества сертификат пилота первого класса, став таким образом первым в истории США пилотом китайского происхождения. Весной 1911 года Фэнчжу вернулся в Китай, где, к сожалению, через некоторое время, во время одного из своих демонстрационных полетов 25 августа 1912 года погиб, разбился в возрасте 28 лет. Но, как я уже сказал, в Китае он считается отцом китайской авиации, и понятно, почему именно его самолет
мы видим здесь на этой банкноте. А вот почему мы видим здесь вот этот вот второй самолет, мне совсем непонятно, потому что это не китайский, а американский самолет, хотя, возможно, и собранный в Китае. Вообще, если попробовать разобраться с этим вопросом, что за самолет изображен здесь на этой банкноте, то в разных источниках можно найти два варианта ответа. Что это либо просто пассажирский реактивный самолет, либо что это первый китайский пассажирский реактивный самолет, тот самолет, который называется ARJ-21. Но на самом деле это не он, а это самолет McDonnell Douglas MD-80. Скорее всего, модификации MD-82, которые в свое время производились в Китае по американской лицензии в 80-х годах и активно использовались китайскими авиакомпаниями в течение 90-х годов, вплоть до отдельные самолеты летали до 2007 года. И именно этот тип самолета был взят Китаем за основу при разработке собственного самолета. Действительно, внешние самолеты очень похожи, и даже на той части изображения, которую мы видим здесь на банкноте, можно увидеть общие характерные особенности. Это и двигатели сзади, и Т-образное хвостовое оперение, вот можно рассмотреть. То есть, действительно, на первый взгляд, можно перепутать самолеты. Да, с точки зрения концепции банкноты, наверное, очень логично, чтобы на ней был изображен именно китайский самолет, новейший на тот момент ARJ-21. Но это абсолютно точно не он. Это, как я уже сказал, MD-82, скорее всего. Смотрите, самое явное отличие — это вот эти вот створки шасси, раскрытые здесь, которые очень хорошо видно на банкноте. У китайского самолета их просто нет. Вот посмотрите некоторые фотографии. Зато у MD-80 они есть, и они открываются в момент выпуска или убирания шасси. Вот покажу небольшой отрывок взлета такого самолета. Давайте посмотрим, где очень хорошо виден этот момент. И на самом деле удивительно, что такой очень короткий эпизод, когда шасси убраны, а створки еще не закрыты, вот он попал на банкноту. Но тем не менее это произошло, и это позволяет нам полностью идентифицировать самолет. Кроме того, MD-80 идентифицируется по вот этим вот силовым, не знаю, как это правильно сформулировать, силовые приводы механизации крыла, механизации закрылков. У них расположение отличается вот у этих двух самолетов. И некоторые другие небольшие детали. В общем, это однозначно McDonnell Douglas, а не китайский ARJ-21. Скорее всего, это, как я уже сказал, те модификации, которые в свое время собирались в Китае, либо MD-82, либо MD-83. И в заключение хотел бы сказать несколько собственных мыслей о дизайне этой банкноты. При том, что в целом идея такой памятной банкноты мне, безусловно, очень нравится. Это все-таки, наверное, единственная банкнота в мире, посвященная аэрокосмической отрасли отдельной страны. Но вместе с тем, лично у меня есть вопросы по изображениям на ней. Во-первых, выглядит так, что художнику нечем было заполнить пространство банкноты в целом, потому что изображение дублируется. Вот это вот изображение спутника здесь используется 2 раза. И на водяном знаке, собственно, вот здесь вот, да, вот это переливающееся изображение. Потом вот это изображение космической станции тоже, оно занимает, наверное, треть банкноты, такое большое. Используется 2 раза и на лицевой, и на оборотной стороне. Я понимаю, что оно совпадает на просвет, ну, как бы выглядит как защитный элемент, но для защитного элемента оно все-таки слишком большое. И, грубо говоря, как я уже сказал, треть банкноты. Затем, если оборот рассматривать, то здесь у нас вот изображение птицы. Тоже понятная логика художника, символическое изображение, символ полета и так далее. Но уж коли все остальные объекты у нас здесь рукотворные, я бы
с учетом бесспорного первенства в изобретении и более чем тысячелетнего опыта в этом, изобразил бы здесь на первом месте китайский воздушный змей, например. А что касается орбитальной станции, как я уже сказал, на момент выхода банкноты это был только проект, и я не знаю, как станция выглядит сейчас и как она будет выглядеть в будущем. То есть, возможно, так и будет выглядеть, но обычно на банкнотах размещают уже реализованные какие-то проекты, а не планы. Ну и, наконец, изображение, собственно, вот этого американского самолета. Пусть даже, возможно, того, который по лицензии был собран в Китае, но при наличии собственного китайского это выглядит немного странно, да, на аэрокосмической банкноте изображать американский самолет, а не китайский. В общем, такие вот у меня мысли по поводу дизайна этой банкноты. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.